Всем привет, с вами Андрей. У нас Pathos, NetHackCode. Собственно, совет от разработчика. Некоторые создания могут проглатывать других. Я, кстати говоря, обновил версию приложения. Теперь у нас некоторые существа, некоторые мобы будут по-другому себя вести, нежели ранее. Вот. Ждем, пока загрузится наш персонаж. В данный момент мы находимся на достаточно высоком этаже. Это 30+, если не ошибаюсь. 34 или не 34. В одной из прошлых серий мы получили талант Ясность, что для нас очень полезно. Талант Ясность был в виде амулета, который у нас присутствует. И обратите внимание, при обновлении версии у меня упала скорость общая. У нас сейчас теперь скорость 8.4. Хотя до этого была практически десятка. Но сейчас посмотрим, как сытость упадет. Посмотрим, сколько она у нас будет. Собственно, по атака у нас 16, защита 57. По сопротивлению у нас вытягивание сил, кислота, магия, огонь, окаменение, распад 92, то есть не 100%. Шок, холод, огонь, яд. По талантам у нас, собственно, как вы видите, сейчас 2 минуты. Возвращаемся к нашему, то, на что мы закончили, собственно. Вот, по сопротивлениям я рассказал. По навыкам, собственно, мы получили в прошлой серии Ясность. Точнее, как сказать, мы ее скрафтили. Мы о ней узнали, и мы ее потом скрафтили. Но проблема в том, что, насколько я понял, в новой версии, то есть в одной из последних версий, разработчик сделал так, что ее скрафтить не получилось бы. То есть даже если мы о ней узнали, мы должны были ее разобрать на инвентаре. Тогда бы мы только ее смогли скрафтить. Ну, хорошо, что я успел скрафтить до момента, как я об этом узнал. Но не суть. Факт в том, что по навыкам у нас, собственно, как вы видите, арбалеты на уровне умелый, верховая езда на уровне мастер, эксперт, вызова у нас, длинные копья уровень чемпион, жречество чемпион. Кирки у нас на уровень умелый, копья на уровень чемпион. Легкие доспехи на уровень чемпион, ловушки чемпиона. Некромантия уровень чемпион, ограждение на уровне эксперт у нас. Предсказание специалист, ремесло тоже специалист. Чемпион это у нас рукопашный бой, средние доспехи чемпион, тяжелые клинки у нас на уровне умелый и чтение на уровне эксперт. Наша лошадь, кстати говоря, разработчик также порезал скорость лошади, нашего боевого коня, теперь у него скорость 6. Хотя у него до этого была скорость 7,5. На самом деле это очень плохо, потому что из-за этого мы очень сильно проседаем по хп. Потому что лошадь медленнее двигаться, из-за этого давайте посмотрим, сможем ли мы, зависит ли наша лошадь от скорости лошади. 7,2, да, наша скорость зависит от скорости лошади. Как? А мы ее еще и оседлать не можем? Серьезно? Можем. Да, обратите внимание, лошадь нас немножко ускоряет. Из-за того, что мы перегружены, нас лошадь немножко ускоряет. Ну, кстати, у нас 18 уровень мужчина, человек, монах. Чтобы вы имели представление о том, что у нас за персонаж вообще в целом. По лошади мы в одной из прошлых серий получили на лошадь сопротивление отклонению на нее. У нее получается по талантам видение, жизнестойкость, контроль превращения, контроль телепортации, невидимость, отклонение, отражение, полет. У нее получается полет вшитый уже сделали мы. Талант отражения у нее на амулете висит, и контроль превращения у нее висит на кольце, которое на нее одето. Вот. Также у нее временный эффект регенерации стоит, и она бьет 28-34 примерно удар у нее. У нее защита 37, это слабовато, конечно, хотелось бы побольше. Давайте посмотрим на следующий этаж. Мы в данный момент находимся на 35 этаже. Давайте перейдем дальше, посмотрим, что у нас дальше. Собственно, следующий этаж, 36-й. Модификатор ловкости прибавляется к вашей защите, когда у вас есть навык в каждом элементе доспехов.
Собственно, на нас все сагрессировали. Мобы проснулись и на нас начали атаковать, собственно. Посмотрим. Посмотрим. Ну, да, в принципе, не критично. Главное, чтобы лошадь не убили, а остальное... Кстати говоря, там были изменения в заклинаниях. Я смотрел. Наш разработчик очень сильно перелопатил заклинания. Мобов огромное количество здесь. Тут главное, чтобы нашу лошадь не шлепнули, а все остальное не страшно. Нас, скорее всего, не смогут убить. Если только, конечно, толпой зажмут, нас тогда смогут убить. Он скастовал на нас тьму, но тьма тебе не поможет. Это, кстати говоря, рядом с нами стоит с левой стороны дроу. Да ты издеваешься. Спасибо. Мы убили дроу. Убили красную нагу. Убили макасиновую змею. Убили котоля. Убили, это получается нага страж, если не ошибаюсь. Нет, это золотая нага. Гигант самый опасный из этой компашки. Давайте дадим им тьму, чтобы они от нас побежали. Все, кроме нежити. Потому что тьма дает испуг живым. А все мертвые. Чтобы дать мертвым испуг, надо использовать заклинание света. Так называемое заклинание магии ограждения. О. Да ну нафиг. А как ты полиморфировался, алло? Нашу лошадь практически добили. Вот я, честно говоря, больше за лошадь переживаю, чем за свою шкурку, потому что, ну, лошадь больнее бьют. На самом деле, чем выше уровень, тем более больно бьют вас враги. Поэтому, чем выше ваш армор-класс, а также резисты, то тем вам комфортнее играть. Одна из ловушек здесь, причем здесь очень много ловушек. Ну, нам, в принципе, все равно на эти ловушки. Ловушка амнезии, кстати, одна из самых страшных ловушек, которая вообще присутствует в игре. А ловушку с волном. Зелье восстановления подберем. На самом деле, когда много народу, это хреново, потому что чем меньше народу на локации, тем вам комфортнее играть. Эта дева астральная, она пытается нас ударить ударом молнии, но она не понимает, что у нас стоит талант отражения. И что бы она ни делала, она делает только хуже себе. Кольцо регенерации, кстати говоря. Кольцо регенерации — это шикарное кольцо, которое мы отдадим нашей лошади, как только мы ее сможем превратить во что-то. Что усиливает эту лошадь. Вот. Видим книгу, давайте ее прочитаем. Что это за золотистая книга? Это заклинание подсматривания. Превращатель нам не нужен. Роба и палочка копания. Ну, палочка копания, честно говоря, сомнительная. Но если она будет у вашего врага, вы заколебетесь за ним бегать. Поэтому рекомендуется свиток амнезии. Один из самых опасных свитков, который вообще присутствует в игре. Но благодаря свитку амнезии можно изучить заклинание смятения. На самом деле превращатель выбрал слабую форму. Наш конь потерял, получается,
временный эффект регенерация магии. Кстати говоря, нам нужно будет ему дать постоянный этот эффект для того, чтобы мы могли не заморачиваться в этом вопросе. Кстати говоря, присутствует король огров. Давайте дадим ему тьму. Убьем огров. Вообще в патче очень сильно ослаблено лошади. Причем сильно это, наверное, мягко сказано. И прямо он ее откровенность сильно ослабил. Давайте дадим тишину. Еще раз тьма. Народу очень много. Капец, ты еще и ликантроп. А на самом деле ликантроп очень тяжело против них драться, потому что они вызывают очень много мобов. А это очень сильно окружает вашего персонажа, и из-за этого вам приходится изобретать велосипеды. Ну, имеется в виду очень что-то думать. Очень сильно много. Обратите внимание, что сделал этот огр-король. Так, наверное, или огр-вождь, они там как называются. Но они не понимают, что они делают лучше для нашей лошади. Мне главное, чтобы они лошадь не пробили, а все остальное не важно. Обратите внимание, нас постоянно сжимают. То есть на высоком уровне это прям капец как бесит. Из-за того, что очень много врагов, и они очень сильно любят вас зажимать. Надо высшего эльфа обязательно шлепнуть. Капец, ликантроп опять подошел. Минус ликантропа в том, что они очень сильно любят создавать проблемы в виде вот... мобы не особо сильные, но когда их очень много, они вам могут грязь сделать. Нам они вряд ли что-то сделают, я просто больше переживаю за лошадь, потому что если пробьют лошадь, мы потом заколебемся. Вот видите, то есть они пробивают лошадь, поэтому очень важно найти регенерацию. Король эльфов на нас что-то кастует, но мы сопротивляемся этому эффекту. Лошадь наша проседает по защите. Кстати говоря, боевой конь достиг 15 уровня, обратите внимание. То есть наша лошадь чуть-чуть посильнее стала. Но вот бесит то, что у него скорость слабовата. На самом деле скорость можно обойти. Единственная проблема в том, что нужно найти... Запомните, когда будете играть, геноцидьте ликантропов. Потому что... они могут, как вы видите, постоянно... это палочка призыва. Я-то думаю, что ж ты кастуешь, гнида? Палочка призыва одна из самых мерзких палочек, вообще, которые присутствуют, потому что, видимо, разработчик решил... Ну, видимо, ему интересно смотреть один и тот же геймплей, когда... Когда вас окружает толпа, и вы просто пинаете толпу. Он, видимо, просто кайфует от просмотра этого. На самом деле, из толпы выйти можно. Эти мобы не защищены от магии. То есть их можно просто убить магией всех, без исключения. Дать им какую-нибудь магию.
Я, честно говоря, удивлен. Бьют все меня, а не лошадь. Автоматическое сохранение, оно сохраняет ваш прогресс на текущий момент. То есть, если вы выйдете из игры, оно сохранит именно ту стадию, которая у вас присутствует в данный момент. Я удивлен, даже меня очень больно бьют. Что прям удивительно. А, у меня кольца одеты, да? Что у меня за кольца? Давайте посмотрим. А, у меня кольцо регенерации так одето. И мне все равно больно, удивительно. Давайте посмотрим, что у нас там по лошади. Регенерация еще присутствует. Держись, лошадь! На самом деле нам нужно... Мы получили 19 уровень персонажа. Ну, наши статы, скорее всего, немножко подросли. Давайте в это посмотрим. Ну да, как вы видите, чуть подросли. Магия чуть подросла. У нас, кстати, максимальная карма 1500. И у нас что-то там... А, это ты этот... Кровавый червь кастует, скорее всего, высасывание жизни. Важно для того, чтобы лошадь качалась и для того, чтобы вы более эффективно с ней взаимодействовали, дайте ей бард. Собственно, барды бывают разных типов. Вот, например, два из них, это, например, вот седло, как вы видите, не проклято, это легкий бард, он качает легкие доспехи. Кольчужный бард, это средний бард, средние доспехи качает. Есть еще тяжелый бард, это, он, если не ошибаюсь, не адамантовый, как-то так называется. Или, ну, в общем и целом, это там тяжелый бард, его сразу же будет видно. А что касаемо копий, сложно сказать, чтобы нам нужно было бы в копию сейчас получить. Ну, чтобы потратить карму, чтобы мы просто в холостую ее не гоняли. Создать копию, увеличить вещь. Типа. Давайте посмотрим, что мы могли бы улучшить. Нам бы в идеале все это смыть дело, потому что, ну, большое лечение, как вариант, стоит убрать. Большое лечение уберем, для того, чтобы оно нам просто не мешало. Ну и для того, чтобы просто защитить его от всего остального мусора. Также зачарование стоит убрать, для того, чтобы... Кстати говоря, мне что понравилось на свитке зачарования, теперь, обратите внимание, у него есть разница, какой свиток скармливать. То есть, например, если вы скармливаете благословленный свиток, это увеличивает все характеристики. Если вы скармливаете не проклятый, то 50% того, что увеличится одна характеристика, либо она вообще уменьшится. То есть тут на самом деле классно сделано в этом вопросе. А если проклятый, она то есть моментально уменьшит характеристики. На самом деле про съедание это, конечно, интересная механика. Опять же, это, скорее всего, работает, если не копия, да? Да, если не копия. Если копия, то она по понятным причинам не сработает. Как вариант, попробуем зачаровать сейчас. Сделаем копию свитка зачарования. А про амнезию, про которую я вам говорил, давайте сейчас я вам покажу, чтобы вы имели представление. При смятении учит заклинание смятения. То есть, если мы в смятении прочитаем этот свиток, то вы выучите заклинание смятения. На самом деле, заклинание смятения крайне полезное заклинание, а в остальном этот свиток чисто на смыв. Потому что амнезия крайне опасная. Вы забываете все свои навыки, ну не все, а часть навыков, все зависит от того, какой пункт вы получите амнезию. То есть, если под 100%, то понятное дело, что вы, скорее всего, все забудете. То есть, вы полный нолик такой заходит в подземелье. Кстати говоря, кольцо регенерации у нас из дерева. Кстати говоря, это хорошо, что из дерева. Как вариант, попробовать сейчас лошадь превратить в этого. Это, кстати говоря, мимик. Давайте спустимся чуть-чуть вниз. Опа, нифига себе, мой любимый священник. Чтобы вы понимали, это, кстати говоря, ловушка галлюцинаций. Свиток зачарования еще один. На самом деле, свитки зачарования крайне полезны, особенно для нашей лошади будут.
Вопрос в том, сможет ли она качаться. Просто я на прошлых выпусках, если вы видели, мой персонаж уже лошадь не смог качать, потому что у нее ограничение поэтому было. Еще какое-то кольцо. Кольцо невидимости. Кстати говоря, кольцо невидимости... Невидимость. У нас присутствует невидимость, ей она не нужна. Кольцо телепортации нам не нужно. Ловушка амнезии. Это антимаги. Но факт в том, что тоже достаточно мерзкая. Скользкая ловушка. Обезвредили, токсичные обезвредили, огненные обезвредили, лед обезвредили. Присутствует еда. Сэндвич. 500 сытости дает. Учитывая то, что мы левитируем, то мы можем просочиться здесь. На самом деле, вот этот священник, который вы видите с правой стороны от вас, крайне полезный моб, особенно в начале игры. Он, так называемый святой храм, он идентифицирует все ваши предметы. Вопрос в том, идентифицирует ли он сумку. Давайте в этом посмотрим. Имеется не саму сумку, а все предметы, которые находятся в сумках. У нас мы только что положили туда свитки. Нас интересуют свитки зачарований, которые мы только что туда положили. 2 штуки. Да, у нас 3 свитка непроклятых зачарования. Идентифицирует, получается. Все понятненько. На самом деле, очень классно сделано. Много мобов, но... Давайте посмотрим, что у нас по скорости. Вернули ли мне мою десятку? Нет, смотрите, скорости 8,8. Ой, на самом деле это смешно. Видимо, разработчик посчитал, что мы слишком быстрые, и из-за этого нам срезал скорость. На самом деле, я думаю, надо проверить. Давайте я проверю сейчас одну догадку. Я спешусь и дропну сумку. Я просто хочу посмотреть, сколько у меня будет скорость. Смотрите, 8,8, да? То есть он, получается, пересчитал скорость на этом, получается, на сапогах скорости. Он пересчитал их. То есть теперь они дают в несколько раз меньше. То есть сапоги скорости, но они дают в несколько раз меньше. Вот блин, а. Наша скорость получается 8,8. Максимальная. Ты просто жалкий. Это, чтобы вы понимали, это Созидатель огня. Кстати говоря, одно из нововведений разработчика, вот обратите внимание, тут после появляется мороз, огонь, электричество и так далее. Вот одно из... Они наносят урон врагам и тушат огонь, замораживают воду и так далее. На самом деле классная вещь. Придумано прикольно, но проблема в том, что вот меня вот это вот бесит, то, что за ним надо бегать. Причем он достаточно бодро бегает. Давайте ему дадим замедление, чтобы он от нас не убежал. У нас сопротивление к яду, поэтому нам на ядовитых пчел убить все равно. Нам нужно убить этого Созидателя. А знаете, что самое странное? Что у нас должна быть максимальная точность. Кстати говоря, плащ мерцания. Это один из тех... мерцание. Это один из тех предметов, которые мы еще не получили. Надо будет получить его тоже. По методу съедания конкретно этого плаща. Плащи — это у нас защита. Соответственно, передаем. То, чтобы просто с ограничения по весу не было. Дадим нашей лошади регенерацию. В идеале, конечно, лошади дать самому регенерацию. Для того, чтобы мы не заморачивались ее регенерацией, чтобы она сама о своей регенерации думала. Для того, чтобы дать ей регенерацию, ей нужно, чтобы она превратилась в форму человека. Взяла
взяла, получается, кольцо одела. Один из, кстати, прикольных вещей, что он раскачал серебряное оружие, то есть там целая ветка серебряного оружия, а серебряное оружие очень эффективно против демонов. Что сделано прикольно. И у нас, кстати, очень сильная скорость проседает на минус 4 пункта. То есть получается теперь максимальная скорость не 10, как могло бы показаться, а всего лишь 8,8. На самом деле и скорость можно разогнать больше. Вот эта самая мерзкая палочка, ее, честно говоря, куда-нибудь выкинуть. Если есть возможность заполипалить ее, лучше заполипалить ее, потому что ну, это просто полный трэш. А чтобы вы понимали, что такое полипалинг, полипалинг это превращение предмета в другой тип предмета. Но в большинстве случаев тип не меняется, меняется только внешний вид предмета. То есть, например, из палочки он превращается в другую палочку. У нас автоматический поиск, соответственно, мы ищем все автоматически. Если что-то не ищется, то, скорее всего, этого там просто и нету. Молниевая ловушка. Давайте посмотрим, кто это. Это черная оса. Скорее всего, бьет ядом. Я не думаю, что для нас сильно страшно. Собственно, электрический жук. Серый эльф, ничем особо не примечательный. Единственное, они могут пить зелье, у них есть руки. Он решил, что он сильнее в форме ворона, но на самом деле в форме ворона он слабее. И он зря полиморфировался в ворона. Это был огр-маг, который умеет полиморфироваться. У него тут присутствуют свитки снятия проклятия. На самом деле они нам не нужны, потому что у нас 1-2 свитка есть, нам их в принципе хватит. Если нас кто-то за это сможет раздамажить. Кстати говоря, один из новых мобов, которых мы еще не видели, обратите внимание, зубы торчат. Вот видите, зубы торчат. Это один из скрытных врагов. Его, кстати, здесь не видно, но сейчас мы подойдем к нему поближе, мы сразу его увидите. Блин. Вот, смотрите, видите, зубы на нас напали. Это ловец. Он вас пытается силой переварить. На самом деле, при высокой защите это можно заигнорить, но я просто переживаю за лошадь больше, честно. Учитывая то, что он... Давайте посмотрим, во-первых, левитирует ли он или нет. Он не левитирует, как вы видите, то есть у него нет. Соответственно, ему нужно просто замедлить скорость. Его текущая скорость 2,5. Давайте ему замедлим ее для того, чтобы он просто как можно реже ходил. Также, чтобы он вас не бил, можно ему дать испуг. Он является слизью. Соответственно, у всех слизней, в большинстве случаев, тут нет, не указано, их можно пробить холодом. Давайте посмотрим теперь, сколько у него скорость стала. У него скорость стала 1,3, но он очень высокая защита. Жалко, нет заклинания, пробивающее защиту. Есть заклинание, пробивающее все. И мы сейчас им, скорее всего, будем пользоваться. У него нет сопротивления к яду. Поэтому мы сейчас его просто почистим немножко. Блин, он, оказывается, снимает наши. Из-за того, что он ходит медленнее нас, то мы можем нанести больше ударов. В идеале, если у вас есть заклинание скорость, оно в магии ограждения присутствует, и вот если у вас есть заклинание скорость, вы можете ускорять себя и замедлять ваших врагов, тем самым вы в 2 раза более эффективно с ними будете драться, за счет чего вы просто будете сильнее их раздамаживать. Важно, вот, собственно, банши. Банши кидает вой на вас.
она не питающаяся, у нее есть полет. Собственно, но опять же, у нее скорость 4,5, у нее присутствует вопль, тревога, образ жизни, испуг, когда жизнь. На самом деле, она, по сути, дала нам испуг, когда жизнь, но испуг, когда жизнь у нас не работает. Чтобы защититься от испуга, вот зачем нам нужен был талант ясности. У нас иммунитет на этот испуг. Собственно, закрытая кристальная дверь. Давайте ее откроем. Магия открывания. Собственно, тут лежит трупик стражника, судя по всему. А это древний золотой дракон. На самом деле, золотой дракон один из самых тяжелых мобов. Если вы его воскресите... Кстати, есть возможность получить сопротивление окаменению. Стой, говорю. Да стой. Персонаж сам по себе бегает. Нам нужен распад, а не окаменение. На самом деле, самый эффективный союзник, по сути говоря, это плотоядное существо, потому что вы в это плотоядное существо можете практически все статы запихнуть. Но драконов рекомендуется геноцидить, потому что драконы — это ужасные создания. Казалось бы, они самые лучшие в этом вопросе, потому что, но из-за того, что драконов очень много, вам очень сильно это будет мешать. Дружелюбный щенок полярного волка. Удивительно. Знаете, что самое странное? Странно то, что щенок полярного волка дружелюбный. Заберем некоторое количество монет и еще ключик. Здесь капкан стоит. Но на капкан нам все равно, потому что мы левитируем. Вот, кстати, еще один взрослый дракон. Он дает сопротивление к магии. На самом деле, чешуя, как и доспех из чешуи дракона, это прямо ух. Но опять же, это легкие доспехи. То есть, если вы не специализируетесь на легких доспехах, вам, конечно, лучше бы что-нибудь другое искать. Обратите внимание, щенок полярного волка сагрессировал на нас, хотя он был до этого нейтрален. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Сопротивление холоду и очень сильно много магии у него. Какой-то он странный. Он, видимо, разработчик капнул этого щенка, потому что это явно перебафанное существо. Но учитывая то, что он бьет магией, даем ему тишину. Даем ему замедление, то, что он от нас просто не убежал. Если у вас нет заклинания тишины, ему можно дать смятение, ошеломление. Жалко, с него нельзя снять этот. Ага, я так и думал. Слишком перебафанное существо было просто для щенка полярного волка. Ну, собственно, о чем и речь, видите, да? То есть превращатель 30 уровня, просто щенок не может быть 30 уровня. Я почему удивился. Превращатель один из самых страшных врагов, который вообще присутствует. Книга подсматривания, давайте ее увеличим эффективность зачарования. Свиток разрушения и палочкой копания. Ну, давайте свиток разрушения поднимем, сейчас прочтем его. Для того, чтобы прочитать свиток разрушения правильно, вам нужно скастовать на себя заклинание смятения. У нас, кстати, иммунитет. Ты издеваешься? У нас иммунитет на смятение. И как я, по-твоему, должен кастовать на себя смятение? А на самом деле неправильно сделано. Почему? Потому что на нас должно действовать смятение, как и ошеломление и так далее. Но видишь, у нас эксперт идет. Сложно сказать, как это сделать. По идее, смятение это у нас свобода действия.
То есть, по идее, если мы снимем кольцо, давайте посмотрим, у нас оно на кольце, либо уже на... Да, мы можем снять свободу действия и прокастовать его, но если у нас постоянный контакт, скорее всего, разработчик должен был предусмотреть этот момент, и давайте в этом убедимся. Снимаем кольцо свободы действия и кастуем на себя смятение. Ну, понятное дело, что вместе с лошадью, но все же. Да, обратите внимание, нам дали ошеломление, а не смятение. А почему не смятение? А можно смятение, пожалуйста? На самом деле, какое-то странное заклинание. Написано, что тут смятение, но мы эксперт. Все равно смятение должно быть. Но почему-то оно у нас не работает. Видите, мы получаем ошеломление, мы владение уровнем, мы на эксперте. А эксперт, это у нас получается ошеломление. Но смятение мы почему-то не получаем. Честно говоря, очень странно. Но опять же, видите, как-то... Нет, нам нужно именно смятение, иначе у нас разрушение доспеха будет. Обратите внимание, на лошадь действует. Тоже ошеломление. То есть, видимо, разработчик не до конца все проработал. Видите, на лошадь сработало смятение, а на меня оно почему-то не работает, блин. Видите, на мне ошеломление вешается только. Да, вот, кстати говоря, еще один косяк. То есть, видите, да, то, что на меня должно работать смятение, как и ошеломление, потому что у меня нет таланта свобододействия, который контролит его. Но на меня не работает этот талант, потому что, Хотя, обратите внимание, у меня этот эксперт в этом смятении, то есть, по идее, на меня оно должно работать. Но на меня оно не работает. Сложно сказать, как теперь это сделать. Ладно, продолжим дальше. Искать косяки разработчикам. На самом деле, так просто ничего... Ах ты, Глейда. Нас поймал этот поглощатель. Автоматически сохраняет. Ты, ой, как не вовремя, а? Если ты мне убьешь лошадь, я потом загеноцижу тебя, гнида. Гнида! Отвали от моей лошади! Проблема в том, что я его не вижу. Вот на самом деле сделано по-пидорски, бля. Я его не вижу в этом, на свету. Ой, блин. Я забыл, нам нужно дать кольцо. Ты надо мной издеваешься? Лошадь, хорош. Не сходи с ума. Да, пока в минус я в обновлении только нашел. Давайте дадим замедление этому мусору, чтобы он от нас отвалил. И страх, чтобы он от нас просто убежал. А вон он. Yes. Талант скрытый. Сейчас мы этого ловца шлепнем. Капец, эти ловцы, конечно, обнаглевшие. Лови.
Ну ты гнида. Наша задача, чтобы лошадь не погибла, потому что если погибнет лошадь, мы проиграли. Ну и... Ну и все, видите, убили этого несчастного ловца. Какие же они наглые, а? На самом деле ловец не страшный. Если вы едете вверху, ваша задача просто от него на кольцо пищеварения вам должно помочь, чтобы он вас не смог переварить. У нас, кстати, оно одето, нет? Скорее всего, нет. У нас кольцо регенерации одето. Давайте посмотрим, что у нас по еде. Имеется в виду, что нам дает. Да, у нас регенерация так висит. Восстанавливаем некоторые единицы магии, чтобы наш персонаж в следующем бою был посильнее. Да, это прям откровенно дурно стало. На самом деле очень странно, почему так долго, потому что, видимо, когда с обновления версии, регенерация магии, она уменьшилась, что очень странно. Но это не суть важно, потому что в любом случае, если у вас есть регенерация магии, именно в виде амулета, то это, конечно, одно из самых сильных предметов. Собственно, лифт. Король гномов или дворфов, у нас кто он там. Сейчас он будет весь свой мусор призывать, смотрите. У короля дварфов главное, чтобы он не призывал этих. У него, когда вы первый раз с ним встречаетесь, у него заклинание палочка смерти будет. Из-за того, что у него будет палочка смерти, вам будет прямо откровенно очень-очень тяжело. Ты серьезно? А нас он ударил силовым болтом, чтобы вы понимали, это заклинание, ну, до 5 уровня идет. Его, конечно, можно и позже использовать, но оно не столь эффективно уже будет. Тьма. Но проблема в том, что наша лошадь замедляется. На нее действует окаменение, и из-за этого она очень сильно начинает проседать по скорости относительно этого животного. Ну, пускай он едет, она сейчас как раз на этого нападет, и они там друг другом побратаются. Универсальный торговец. Проще всего, конечно, страх. Потому что страх, испуг, что-то похожее. Эти заклинания, они в большинстве случаев очень сильно проблемы увеличивают у ваших врагов. Скинем драгоценные камни, чтобы они нам не мешали. Купили увеличение энергии для того, чтобы больше у нас энергии было. Посмотрим, что у него еще есть. Призыв и просветление. Кстати говоря, давайте по просветлению посмотрим. Он по-прежнему остался таким, какой он есть. Да, все по-прежнему. Это хорошо. Еще какой-то свиток лежит, давайте подберем его. Обнаружение еды. Но обнаружение еды, она бесполезная. Потому что в большинстве случаев, ну, единственное, питание очень много он дает. То есть он дает 1000 питаний, это прям откровенно много. А так, в основном, он бесполезен сам по себе свиток. Давайте убьем еще одного мимика.
Еще тут 2 кольца лежит. Давайте посмотрим, что за кольца. Телепортация нам не интересно. И невидимость. Ну, про невидимость я тоже говорил, нам не интересно, у нас есть она. Это пурпурный червь. Он вас тоже будет пытаться есть. Переваривать, скажем так. Но лучше всего, конечно, против всех этих червяков и так далее работает замедление пищеварения. Они просто вас съесть не смогут. Это бьяки, если не ошибаюсь, он какую-то гадость может кидать. Просто очень больно бьет и кидает ошеломление. Ну, ничем особо не примечательно. У него регенерация есть. Это, кстати говоря, один из... это скрижающий, ебическая сила. Это самый опасный моб, с которым мы встречались. Он может вас моментально обезглавить. Чтобы вы понимали, это существо, которое вас моментально с 25% шансом вас просто убьет. Поэтому если кончится испуг, это будет очень плохо. Можно их бить магией, которой они не сопротивляются. Кстати говоря, в идеале, если у вас есть такая возможность, загеноцидить гигантов, потому что они откровенно очень мерзкие существа. У него есть свиток ужаса, ну вот, собственно, против него и работает свиток ужаса, потому что вообще свиток ужаса работает против большинства, потому что есть как живые, так и мертвые. Там не указано, против кого конкретно он работает, но испуг получает оба типа. Вопрос то, каким заклинанием ты это вызываешь. Защититься от ужаса, конечно, можно, но... Король гигантов, очень быстро бегающий. В идеале, конечно, его можно на свою сторону с помощью магии очарования призвать, но нахрена он нам нужен? Нам бы побыстрее его убить, и чтобы он от нас просто отвалил. Очень много ловушек. Ловушка тишины. У нас шанс обезвреживания ловушки 100%. Это звездный вампир. Больно. Ну, такое бодрое существо. Ему надо давать замедление обязательно. У него скорость 5-0. У него регенерация здоровья, и он бьет вытягивание сил. Кстати, очень сильно бьет лошадь. Если у вас есть защита от вытягивания сил, он вам ни хрена толком не сделает. Ну, по крайней мере, такого существенного, что прям... Ну, он, конечно, побил немного лошадь, но это на одно заклинание, грубо говоря. Ловушка с лезвиями, забрали немножко золота. Полечили лошадь. Я говорю, тут главное, чтобы лошадь не погибла, потому что все остальное, в принципе, не сильно критично. Призрачный ключ дает вам фазирование временное, но оно такое себе, честно говоря, скажем. Мне не особо нравится. Это, кстати, ловушка амнезии, это, точнее, антимагии. Мы ее обезвредили, забрали зелье алкоголя. Зелье алкоголя полезное зелье, она снимает испуг.
Кстати говоря, алкоголик ты наш. Давай попробуем выпить вместе с вами зелье алкоголя. Я надеюсь, нам дадут смятение. Нет, нам дают эффект опьянения. Честно говоря, эффект опьянения для меня новый эффект. Это ловушка амнезии, одна из самых страшных ловушек, особенно если вы первый раз с ней встречались. Магия — это просто очищение магии. Ой, блин. Антимагия, конечно, жестокая. Без высокого уровня... Чтобы вы понимали, вот броня ходит. То есть это нормальное явление, то, что тут броня ходит. Сама собой. А дальше будут ходить сами собой ловушки. Поэтому то, что вы видите, что ходит броня, это нормальное явление. Поэтому я думаю, мы просто перебегаем на следующий уровень. Кстати говоря, как вариант, можно попробовать взять защиту у этой. Давайте попробуем подойти к этой, получается, к эльфийке, к эльфийскому саду, как она называется, священная роща вроде. Попробую у нее взять защиту, не защиту, а уровень для нашей лошади. Чисто теоретически она должна нам его дать. Не знаю, насколько это будет эффективно. Давайте попробуем. У нас, вот, собственно, священная роща. У нас до 200 кармы. Давайте попробуем выдать. Но видите, он говорит, что не может развиться. Не может. Не может или не хочет. На самом деле, в основном персонаж развивается тогда, когда он идет в этот. У него, то есть, есть какая-то следующая стадия, например, те же драконы. То есть у драконов есть обычный дракон, есть молодой, есть взрослый, есть древний. Вот они до каждой стадии они пока развиваются. И вот у них есть вот эта вот так называемая градация. То же самое идет и для других существ. Та же самая градация, если она присутствует, например, не знаю. То есть для тот же кобальт рядовой, там кобальт, ну то есть так называемый разведчик, кобальт большой, кобальт какой-нибудь воин и кобальт уже там, не знаю, король. Тот же самый. Но вот опять же, если такое есть, то он как бы градация растет по уровням. Если уже нету, то соответственно градация он не растет. То он просто элементарно не хочет, хотя он по идее по уровню должен быть как выше 19, то есть как минимум до нашего уровня мог бы дорасти. Вот как-то так. Ладно, я думаю, мы с вами пока на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, с вами был Андрей, всем пока.